В Болгарии есть море, теплый солнечный климат, дешевое жилье, самые низкие налоги во всем Евросоюзе и родственный славянский язык. Я думаю, нужно переезжать. Насчет переезда я, конечно же, пошутил, потому что такие серьезные шаги нужно предпринимать, только тщательно изучив страну. Чем мы сейчас с Ладой и занимаемся здесь, на побережье. Мы здесь долго пожить не можем, но у нас есть друг Антон, который нас сюда и пригласил. И вот он как раз может рассказать о том, как здесь жить долго. Мы с Антоном соседи по одному дому в Украине. Мы жили прямо на одной площадке. И в 2023 году мы вынуждены были уехать. Приблизительно в одно и то же время мы покинули Украину. И Антон поехал в Болгарию, а мы поехали с Ладой в Германию. Почему ты выбрал именно Болгарию? Друзья, всем привет! Виталик, с радостью расскажу. Также заодно и спрошу у тебя, почему ты выбрал Германию. Ну, чтобы уже мы были в одинаковых условиях, чтобы зрителям было интересно узнать, почему мы так вроде бы жили вместе, да, а оказались в разных сторонах. Почему Болгария? Во-первых, когда началась война, и я думаю, что большинство людей не верили, что это будет надолго. Вот, все думали, что это быстро закончится. Поэтому мы не хотели уезжать куда-то далеко. С Болгарии ты можешь добраться, ну, если мы говорим конкретно вот про побережье, да, Солнечный берег, ты можешь сесть в час дня на автобус, и на следующий день в час дня ты уже будешь в Киеве. То есть это очень удобно, это недалеко. Если ты едешь на машине, есть, конечно, экстремалы, которые тоже за сутки доезжают, но если с передышкой, то одну ночь ты где-то переночевал, и как бы тоже 2 дня получается в дороге. Плюс мы читали очень много отзывов, куда люди советовали переезжать в какую страну. Было очень много положительных отзывов про Болгарию. Вот, и мы приехали сюда. Здесь нас удивило то, что, я думаю, и вас это удивило, когда вы приехали, что очень много здесь наших людей. Ты ходишь по улице, да, постоянно слышишь наших людей, что везде наши вокруг. Болгары тоже, естественно, здесь есть, их здесь много, но очень большое украинское комьюнити. И на тот момент, когда ты уже приехал, уже здесь было много людей. Да, здесь было. Конечно, скажу честно, не так много, прям как сейчас. Вот, сейчас все-таки людей стало больше с того времени. Но были наши люди, и это меня удивило. Потому что здесь, получается, ты себя чувствуешь как дома. Ты можешь себе спокойно найти друзей, ты можешь записаться на какие-то курсы, которые организовали уже украинцы. И тебе, соответственно, комфортно. Ты можешь устроиться на работу к украинцам, потому что здесь очень много наших людей. Открыли всякие кафе, рестораны, кружки. В общем, кучу бизнеса пооткрывали. И в этом плане здесь намного легче адаптироваться. И тем более болгарский язык тоже родственный, его интуитивно можно понимать. Да, люди это тоже очень большая составляющая, потому что все-таки болгары это тоже славяне. Да, вот. Да. И причем у них тоже православие. Вот, это не ислам, как, например, взять там ту же Турцию, там, да. Или Албанию. Хотя Албанию тоже много людей хвалит, я хотел бы там побывать. Албанию? Да, мы рассматривали, но все-таки вот из-за вот этой вот разницы, то, что, да, мы решили все-таки попробовать вначале Болгарию, и в принципе нам здесь понравилось, как бы, ну, здесь очень классно, и поэтому мы так здесь и остались. Ну еще бы море такое. Да, мы живем на курорте, рядышком море, поэтому вообще прекрасно. Ну, а теперь хочется услышать все-таки тебя, почему ты выбрал Германию. Ну, у нас наверняка более банальная история. В 2023 году, когда мы выезжали, у нас были деньги уже на нуле, и мы, естественно, мониторили страны, которые помогают. И Германия оказалась одной из тех стран, которая очень хорошо помогает беженцам. Они прям берут на полное обеспечение приехавших людей из-за войны, дают им жилье, дают пособия, платят медицинскую страховку. Ну, все плюшки. И тем более мы ехали с мамой, и там еще мы слышали про то, что медицинское обслуживание хорошее в Германии по страховке. Подлечить маму можно будет. К тому же у нас оказался в Германии наш друг давний. И я ему написал, и он говорит: приезжай ко мне без разговоров,
я тебе помогу устроиться. Он уже был на тот момент почти 2 года, ну 1,5 года в Германии, и уже знал немецкий язык, поэтому, естественно, мы сели на машину и прямиком... Как бы да, легче, когда уже хотя бы хоть какой-то один знакомый есть, Да, который да. может нам что-то подсказать. Это всегда легче, чем когда ты едешь вообще в неизвестность, когда у тебя никого нет. Да, естественно. Я знаю, что очень много людей поехало в Германию именно вот из-за вопроса, то, что дают выплаты. Да, Дают да, выплаты, дают жилье, и людям, соответственно, легче на первых этапах. Потому Ну, что это реально легче. Ты Да. знаешь, я не знаю, как бы мы выживали здесь, в Болгарии. Ты наверняка приехал, вынужден был сам снимать здесь жилье, сразу оплачивать все счета, правильно? У тебя должна была быть подушка какая-то финансовая. Да, у нас была небольшая подушка, вот, благодаря которому мы могли снять жилье. Тем более мы, кстати, приехали сюда в конце весны, Мгм. вот, а здесь на лето очень сильно повышаются цены на аренду. И поэтому хорошо у нас там было в запасе, я уже точно не помню, там то ли 2, то ли 3 тысячи евро. И мы смогли спокойно за эти деньги здесь просидеть все лето и отдохнуть, и заодно познакомиться со страной. Можешь нам по работе немного рассказать, вот на побережье, кем человеку можно устроиться здесь работать, если приедет такой, как я, без знания болгарского, ну, например, с 2000 евро в кармане, снимет квартиру и попробует здесь найти себе работу. Кем можно устроиться? Ну, смотри, здесь очень много украинцев, как я уже говорил раньше в начале ролика, открыли свой бизнес. Мгм. Вот, и поэтому они, соответственно, ищут на работу и в основном ищут тоже украинцев, потому что так легче коммуницировать. В сфере туризма, в сфере обслуживания здесь вообще не проблема найти. Вот, плюс, если вот ты, например, приехал летом вообще легко, потому что здесь даже много болгарских есть вакансий, где не требуют знания болгарского языка. И ты можешь спокойно устроиться на работу, например, там, тем же массажистом. Причем, кстати, даже без опыта. Вот Да? что интересно, да, очень часто набирают, обещают зарплату там порядка 800-900 евро в месяц, тебя обучают, и ты работаешь массажистом. Но работаешь ты, опять-таки, не круглый год, ты работаешь там Сезонно, да. 3-4 месяца, да, но, тем не менее, ты отработал это время, у тебя уже будет какой-то опыт, и ты можешь спокойно двигаться дальше. И, в принципе, таких здесь вакансий очень много. Вот, например, я маляр по профессии, умею руками работать, но у меня нету документа, подтверждающего, что я маляр. Я могу вот так вот с бухты-барахты прийти на какую-то официальную фирму болгарскую и сказать: возьмите меня, я буду вам стены шпаклевать. Да, вообще без проблем. На Да. строителей здесь очень большой спрос, включая маляров, сварщиков, ребят, которые там делают монтаж какой-нибудь там техники. И они возьмут кондиционеров. меня официально и не потребуют никакого подтверждения, кроме того, возможно, скажут: покажи, как ты умеешь, да? Да, они как бы с тобой проведут интервью, дадут тебе месяц, например, испытательного срока. Вот, Мгм. если ты себя покажешь с хорошей стороны, то почему нет? В плане языка здесь не будет проблемы, потому что в основном персонал, который работает на стройках или вот на обслуживающий вообще в целом персонал, здесь даже болгарские фирмы, они понимают, что к ним будут устраиваться иностранцы. И у них уже, как правило, есть менеджер, который общается там на русском языке, на немецком, на английском. Вот, поэтому здесь в этом плане вообще не проблема. Естественно, если тебя, например, уже там зарплата 800-900 евро не устраивает, да, ты хочешь что-то лучше, тогда, конечно, изучай язык. Опять-таки, отправляя свое резюме в болгарские компании, они рассматривают без проблем иностранцев и берут. Приезжаешь, показываешь уровень английского, уровень болгарского, хотя бы на этапе общения, что ты можешь сказать, чтобы тебя поняли, да, и тебе что скажут, ты поймешь. От тебя там не требуют идеального знания. Вот, я даже лично пробовал устраиваться на болгарские работы, и все без проблем. Я приезжал, общался там с начальником, который, да, там принимал на работу. Вот. Он понимал, что я могу что-то сказать, что я стараюсь. Без проблем тебя возьмут, и все, обучайся, работай, повышай свою квалификацию. И, слушай, главное все-таки желание, понимаешь? Да. Если человек хочет работать и зарабатывать, он будет работать и зарабатывать. В этом ты абсолютно прав. Даже в Германии, если у тебя есть сильное желание, ты можешь найти подобным образом работу, если ты хотя бы немножко владеешь языком, и даже совсем немножко. Но, правда, эти работы такие, как, скажем,
уборщица, ну или уборщик. Я недавно сталкивался с этой ситуацией, когда одна женщина от джоб-центра была направлена в кемпинг для туристов. Ну и там нужны были люди, которые будут убирать номера, там, ну в общем, гостиничный бизнес, по сути дела. И вот ее брали без знания языка абсолютно и говорили: мы вас возьмем, мы вас поймем. Да, то есть если хочешь так, но в основном, если ты хочешь на квалифицированную работу в Германии устроиться, это очень трудно, потому что я маляр, я должен 3 года проходить аусбильдинг для того, чтобы подтвердить свою профессию в Германии. 3 года, представь, да, обучаться. Нет, здесь в этом плане, конечно, проще. Если ты, например, хочешь как самозанятое лицо работать, вот как открыть, например, предпринимательство по типу ФОПа в Украине, ты можешь просто закончить какие-то курсы, там месячные, да, и тебе дадут свидетельство, сертификат, что ты маляр, и, пожалуйста, работай. Мы с тобой в этом плане чем-то похожи, потому что ты всю жизнь работал сам на себя, Ну да, да. и я работал сам на себя. И как бы нам очень тяжело пойти на обычную работу, Да, да, там, и да, работать, согласен. например, там с 8 до 6 вечера, там, без разницы в каком графике. Просто суть как бы того, что ты постоянно целыми днями работаешь, Да, 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 и это как сложно. бы, что это вообще за жизнь такая, правильно? Хочется быть все-таки как-то хозяином своей судьбы, поэтому нам с тобой в этом плане немножко тяжелее, да, то, что приходится самому крутиться, самому придумывать для себя какой-то заработок. Поговорить? По-русски умеешь? Умею. А, хорошо. Знаю, я знаю. Я умоляю вас. Я умоляю вам. Тебя. Он мне Малка пропал. Нет. Я понял. Сколько можно? Благодарствую. Хорошего дня. Там в тенечке, наверное, да, на улице. Не успели мы приехать в Солнечный берег, посмотрите, где мы находимся, в каком-то очень красивом месте. И Антон сразу нас привез в ресторан. Ну, ресторан отличный, мы взяли Пахнет, по крайней мере, очень. обеденное меню, потому что мы голодные, обед сейчас как раз. И нужно почерпать супчика для того, чтобы полноценно переваривать. Еще нам пиццу принесут сейчас. Пробуем болгарскую еду сходу. Как тебе, Антон? Вкусно, говорит. Я Давай. привык уже. А, ты уже. Хороший, да, такой наш. Кстати, Немцы супов такое не умеют. в Германии супов вот такого вида не найти. Да? Здесь, слава богу, с едой, как бы, вот все говорят, когда приезжают, что здесь еда всем нравится. Вот. Деремся за последний кусок. На Юсупа, да? Кому? Давай. Давай. Раз, два, три. Это что? Лада выиграла. После первого нашего видео о Болгарии нам многие написали в комментариях, можно ли здесь получить временную защиту для украинцев после того, как эта защита была уже в других странах Евросоюза. И мы узнали, действительно это можно и в принципе делается несложно. Нужно просто закрыть временную защиту в той стране, где вы были, например, в Германии. И лучше всего, конечно, получить письменное подтверждение о том, что ваш вид на жительство закрыт и у вас нету никаких долгов перед той страной. И тогда вы приезжаете в Болгарию, обращаетесь в соответствующие государственные органы и вам открывают временный вид на жительство, который на данный момент действует до марта 2027 года, как по всей Европе. Если его продлят во всей Европе, то здесь тоже это автоматически продлится. Единственное требование, которое везде выдвигается для людей, которые хотят получить временный вид на жительство, точнее временную защиту в Болгарии,
И для тех, кто приезжает прямо из Украины или из других стран Евросоюза, это что вы должны были находиться на момент 24 февраля 2022 года в Украине. Если вы были там, то никаких проблем. Другие виды на жительство в Болгарии тоже можно получить, хотя это гораздо сложнее, чем получить временную защиту для украинцев сейчас. Но можно, например, по бизнесу. Если у вас есть какой-то бизнес или у вас есть бизнес-представительство в этой стране, или вы хотите открыть его, то есть вы это можете оформить. По работе можно получить визу, если вы найдете работу в Болгарии и предъявите свой контракт в государственных органах, вам дадут визу на какое-то время. По семейным основаниям вы можете по воссоединению семьи получить визу, если, например, вы нашли себе здесь партнера, женились или вышли замуж, вас здесь легализуют. Есть еще какие-то социальные и инвестиционные программы. Например, обеспеченный пенсионер может получить здесь вид на жительство, если докажет, что он реально обеспеченный. По покупке недвижимости тоже можно получить ВНЖ. Но вот, Продаешь 3 квартиры и получаешь ВНЖ. да, но вот суммы недвижимости должны быть большие. Не менее 600 тысяч должна стоить ваша квартира или дом, чтобы получить ВНЖ. Ой, это много. Ну, по обучению студенты, естественно, получают временный вид на жительство, пока учатся. Что интересно, это виза цифрового кочевника. То, что нам интересно. Да, это подходящая для нас. И в Болгарии она появилась совсем недавно. Еще даже некоторые чиновники совсем не разбираются, как ее оформлять. Выяснилось, что для нас она тоже не очень подходит, потому что требования высокие. Нужно зарабатывать 31 тысячу в год брутто. Или же это получается 2600 евро в месяц. Но мы с Ладой столько не зарабатываем. По крайней мере, за 2025 год мы зарабатывали всего лишь 2000 евро в месяц. Поэтому мы не дотягиваем. В общем, нам сейчас с Ладой подходит только временная защита для украинцев. Если мы захотим из Германии перебраться в Болгарию, там ее надо будет закрыть полностью. А здесь открыть. Сколько надо жить здесь, чтобы получить Гражданство. Ах, да. Смотрите, а гражданство, оказывается, получить в Болгарии даже сложнее, чем в Германии, по крайней мере, по сроку. Сначала нужно 5 лет прожить по ВНЖ, по временному виду на жительство, потом 5 лет прожить по ПМЖ, постоянному виду на жительство, а лишь тогда подавать документы на гражданство. А в Германии через 5 лет на ВНЖ уже можно сразу на гражданство подавать. А как Болгария вообще хоть какую-то помощь беженцам предлагает материальную, например, с жильем? Может быть, какое-то минимальное пособие или выплаты на детей? Есть что-то такое? Сейчас мы не получаем вообще ничего. Я знаю, что люди, которые приехали в самом начале, им по программе могли дать жилье, причем даже здесь на побережье. И если они успели в эту программу, то они живут здесь до сих пор. Я, честно, не знаю, какие там цифры. Единственное, что я знаю, что их там и кормят, у них трехразовое питание там за какую-то сумму небольшую. Они, по-моему, там что-то то ли 200 евро в месяц платят за такую квартиру плюс питание еще. Поэтому как бы это очень классно для них. Но сейчас уже люди, если будут приезжать, вряд ли они получат. Ну, такое. просто сейчас нет мест, да, насколько я знаю, и могут куда-нибудь в село человека как бы определить, да. То есть, если уже совсем прям безнадежная ситуация, то да, могут где-то разместить, да, но опять-таки, деньги там тебе никто там давать не будет. Вот, то есть все равно тебе просто дадут жилье, а дальше думай сам, как крутиться. Мы, например, вообще ни одной выплаты, один раз давали какие-то сертификаты на еду. По-моему, что-то порядка 50 евро. Один раз нам дали за все время, в самом начале, и все. Остальное, как бы, мы все тянем сами. А на ребенка ни грамма, ничего? Тоже ничего не дают. Постоянных выплат нет. Раньше были какие-то, но мы на них не успели. Вот, поэтому сейчас нет смысла об этом говорить. Ясно. Как здесь сложно устроить ребенка в садик, в школу? По поводу садиков я не могу сказать, потому что у нас уже, мы когда приехали, ребенок должен был идти в школу. По поводу школ. Здесь есть школы и в Равде, и в Святивласе. Вот из людей, кто знает, это вот так вот в побережье оно все идет. Вот. Ну, конечно, мест здесь мало, потому что все-таки эти школы не были рассчитаны на такой большой поток беженцев. Но, тем не менее, если ты хочешь определить ребенка в школу, право на образование имеет каждый, ты пишешь заявление в администрацию, и тебе место где-то найдут.
Вопрос просто в том, где его найдут. Я, например, знаю, что вот есть мои знакомые, которые живут в Солнечном берегу, но им дали место аж в селе Кошарица. То есть нужно ездить, да? Ну, есть развозка. Да, то есть автобус школьный приезжает школьный автобус, и забирает тут детей. тоже желтенький, нет? Я не знаю, честно. Вот. Помимо этого, как бы, если, например, ты все-таки не хочешь в болгарскую школу, здесь есть очень много частных школ, именно украинских. Вот так Да, даже? и у нас ребенок одно время ходил именно в частные школы. Мы здесь 2 года проучились, он вначале в одну ходил в школу, потом в другую школу. По стоимости эта школа стоила 200 евро в месяц. Вот. Ну тоже хорошо бьет по карману 200 Да, евро. ну в месяц. это, первая, кстати, 200 евро, а вторая там была дороже. А болгарские школы бесплатно, само собой, да? Ну, естественно, да, как бы дают бесплатные школы, и причем, кстати, отзывы о них достаточно хорошие. Вот, то есть детям нравится. Но смотри, приезжают дети, они не говорят на болгарском вообще. И они попадают в какой-то специальный класс, наверное, да? Нет, Нет? попадают в общий класс, и просто, как правило, нету такого, например, что один украинский ребенок попал сразу в целый класс, там, где болгарские дети. В основном у них здесь идет, там, например, половина украинских детей, половина болгарских, и им в этом плане легче адаптироваться. Ну, слушай, дети это не взрослые, Да, дети они быстро учат язык, быстро схватывают, у них появляются друзья, они общаются, начинают общаться на болгарском уже там буквально через несколько месяцев. Потому что с друзьями надо как-то коммуницировать. Ну, кстати, для взрослых это тоже очень классно, потому что если мы говорим про язык, если ты хочешь быстро выучить язык, иди устраивайся в болгарскую компанию работать, где будут болгары. Очень много здесь есть моих знакомых, которые сами даже язык не учили. Я имею в виду специально не учили. не ходили Они на пошли, курсы, да, они пошли на работу, и как бы жизнь их заставила уже выучить этот язык по ходу работы. Но хочу заметить тебе про Германию, что этот метод в Германии не работает. Так, если ты пытаешься выучить язык на работе, и там получается, что твои сотрудники это либо украинцы, либо турки, либо еще кто-то, и ты там учишь не немецкий язык совсем. У нас есть люди, которые учились с нами на курсах немецких. Они пошли вот на работу, я спрашиваю, как ваш язык немецкий подтягивается, и он говорит: нифига, там же со мной, говорит, темнокожие работают, которые знают, ну, на чуть-чуть лучше немецкий, чем я. Я, говорит, просто выучил термины какие-то, ну, типа, как плоскогубцы по-немецки. Вот это и все. Но с болгарским получается легче, потому что он интуитивно более понятный. Да? Да, он более понятен, и тем более используется кириллица. Вот, это вообще очень понятно. Но тоже тяжело учить из-за того, что здесь на побережье очень много наших. Ты как бы, ты заходишь в магазин, там сидят наши кассиры. Да. Ты заходишь куда-нибудь там в поликлинику, там наши медсестры есть. И получается, что тебе как бы язык болгарский, ну, типа как не надо учить. Хотя я, конечно, противник все-таки этого. Я считаю, что если ты приехал в страну, да, где ты живешь, ты должен уважать местную культуру и учить язык. Даже если ты его там, например, не хочешь там зубрить, там, да, либо у тебя нет такой цели, ну хотя бы как-то минимально выучить, чтобы ты мог проявить уважение, да, к местному жителю. Например, там вот спросить там дорогу куда-то, всякое может быть, в всякой ситуации можешь оказаться. Вот, естественно, ты как бы должен объясниться хотя бы на этом языке. Возьмите, пожалуйста. Спасибо большое. Я возьму Да, конечно. адреса, там, и Адресы, да. пакет, пожалуйста. Спасибо огромное. Мы еще мужские смотрим. Ну, такие неплохие, Виталик, бери. Это маленькие или нормальные? А ну, в Мне око. надо больше или нет? Наверное, больше. Наверное, да. немножко, а есть больше? возьми? Эти больше, да? На вид даже больше. О, Да, это- да, да, это- отлично. Бери, Вот. все, Виталик, еще бери, вот бери. Сколько они? Еще 14.32. 14. Подороже. Очень важная тема – это насколько просто или сложно арендовать жилье здесь, в Болгарии. Ты уже несколько квартир, насколько я знаю, арендовал. Да, мы уже здесь, получается, вот с июня мы 3-ю квартиру здесь уже снимаем. Ну, в каждой квартире мы там прожили примерно год. Снять достаточно легко.
Во-первых, очень много сдает здесь квартир именно украинцев. Мгм. Поэтому, как правило, у тебя с коммуникацией проблем нет. Украинцы сдают квартиры, они здесь их купили, да? И Они сдают? здесь их купили, да. Есть, которые живут здесь и сдают, есть, которые Мгм. сдают удаленно. Но здесь в этом плане проблем нет. Даже если здесь там хозяин там не живет, он может с тобой по телефону договориться, скажет тебе, где взять ключи, ты будешь ему там перечислять деньги либо на карту, либо Мгм. там знакомому передавать. Ну вот, вообще проблем нет. Предложений много, да? То Да. есть ты перебираешь даже в какой-то степени. Да, предложений много, но если ты, например, хочешь снять что-то подешевле, да, скажем так, по адекватной цене, то, естественно, тебе надо снимать это не перед летом. Потому Ага. что здесь все-таки есть сезонная составляющая, и все продавцы примерно там, начиная уже с апреля, начинают взвинчивать цены. Объясню почему. Потому что они прекрасно понимают, что летом могут заработать на аренде приезд, да. больше. Что касается цен на аренду, то в принципе скажу так, если снимать круглогодично, ну здесь это называется круглогодично, то студию можно примерно взять от 200 до 300 евро. Если апартамент с одной спальней, ну это как наша однокомнатная квартира полноценная считается, здесь это как двухкомнатная, а по нашим украинским меркам Да, я это понял. однокомнатная, да, когда у тебя есть отдельно кухня, как бы такая комнатушка, и есть отдельно спальня, 1+1 здесь это называется, то такую квартиру в прошлом году вообще можно было даже за 300 евро найти. Вот, Очень в этом, хорошая цена. да, но в этом уже поднялись цены. В этом вот мы даже вот с июня искали, и мы еле-еле нашли за 350. То есть ты свою снимаешь за 350 Да, евро. да, сейчас здесь. мы снимаем 350 евро. У самого соответственно, моря, Антон. да, ну, соответственно, еще, конечно же, коммунальные платежи, Ага. которые здесь, кстати, не дешевые, потому что куб воды здесь стоит сейчас 3 евро. Киловатт энергии я там не помню точно цену, по-моему, что-то порядка 15 евроцентов. Но в целом, вот у нас, например, на семью, да, я, жена и ребенок, у нас, если это лето, то мы платим за ток порядка там 50-60 евро. Мгм. Вот, если зимой, то, конечно, приходится обогреваться именно электроприборами, здесь нету центрального отопления. Вот, и там уже цены за ток у нас доходят примерно где-то 100 и больше евро. Вот. Но, в принципе, как оказалось, это еще немного, потому что люди, которые прям вообще любят тепло, я там слышал, что у них там и 200 евро в месяц получается только за одну электроэнергию. Значит, 1+1 квартиры где-то от 350 евро и выше, там уже как бы нет предела, да, в зависимости от ремонта, Ну от да, да, месторасположения. Ну и с двумя спальнями где-то примерно, наверное, от 450, от 500 евро уже цены стартуют. Все равно если это хорошие две очень отдельные цены, спальни. конечно. Да, здесь, знаешь, большинство людей живет, которые, например, имеют бизнес где-то в Украине, Мгм. и они здесь как бы те деньги, которые им приносят с Украины, они за эти деньги здесь могут и снимать жилье, и спокойно жить. Если человек хочет купить себе квартиру здесь на побережье, ну или дом, знаешь какие-то цены, сколько будет стоить? Скажем так, давай пройдемся по низу рынка. Мгм. Какой можно зайти сюда инвестицией? Я, в принципе, в этом вопросе хорошо ориентируюсь, потому что ко мне часто люди обращаются именно с целью приобрести здесь апартамент и в дальнейшем сдавать его в аренду. Я просто им помогаю здесь покупать, потому что я знаю источники, да, к кому можно обратиться, да, какой объект подобрать оптимально под аренду. Потому что много людей, например, обращаются к риэлторам с целью купить недвижимость, да, риэлтор, понятно, что они тебе найдут то, что ты хочешь, но вопрос потом, как ты это будешь в аренду сдавать. И риэлторы тебе могут пообещать, например, там 10% годовых, да, а я, например, уже прекрасно понимаю, что этот объект, ну, не будет он 10% годовых приносить никак, там, максимум там 5, и то это, знаешь, в таком в суперском случае. Поэтому, как бы, я знаю, какой объект нужно покупать, я в ценах ориентируюсь. Значит, если мы идем по низу рынка, то студии здесь, я говорю про адекватные студии, которые можно купить и сразу заехать жить, стартуют где-то примерно от 40-45 тысяч евро. Вот, 1+1 квартиры здесь идут где-то, наверное, от 60, правильнее сказать. Ну, может быть, тебе повезет, там что-то там за 55 можно найти. Мгм. Вот, ну, а с двумя спальнями там уже цены от 70 и выше. Все зависит еще от комплекса. Есть комплексы, где много живет украинцев круглогодично. И как бы в этих комплексах квартиры идут немножко дороже. Но в этом комплексе, во-первых, легче сдать, потому что люди прекрасно понимают, что если они там будут оставаться на зиму, то у них будут соседи,
у них будет коммуникация, есть дети, комплекс, например, обслуживается постоянно. Либо там, если ты, например, купишь квартиру где-нибудь в каком-нибудь там маленьком комплексе, да, квартира будет дешевле. Ну, соответственно, зимой ты там будешь, скорее всего, жить один. Да, комплекс, скорее всего, обслуживаться не будет там зимой. Ну, как бы у тебя в квартире у тебя будет электричество, все. Ну, представь, ты один, ты зимой выходишь, вообще никого нет, просто. Да, все нам квартиры рассказывала, темные. наша подруга, ладно, подруга приезжала, она рассказывала, именно такая ситуация с ними была зимой. В Несебре они снимали жилье, и в большом доме, кроме них, была еще одна квартира с светящимися окнами. И все, пустота. Это еще хорошо, что хотя бы одна Да, была. Это еще хорошо. Ну, зато летом здесь, конечно, как можешь видеть, здесь просто роскошь. Людей много, квартиры все заняты, идет активный бизнес-процесс, приезжают туристы. Вот, поэтому летом, конечно, здесь очень классно. Зимой, конечно, я не скажу, что здесь прям сильно низкие температуры, но с моря, да, дует очень часто ветер, и как бы твоя комфортная жизнь еще зависит от того, какая у тебя квартира. Есть такая тонкость, что зимой тут нельзя оставаться в квартирах, которые смотрят на север, ну то есть северную сторону. Потому что если ты останешься в такой квартире, ты ее мало того, что не сможешь нормально прогреть, вот, и скорее всего там самый холодный период, когда там январь, февраль, будет настолько холодно, а ты квартиру пытаешься прогреть, что у тебя стены начнут мокреть, и, соответственно, будет потом плесень на этих стенах. А в марте, в апреле, когда уже появляется первое тепло, ты будешь бегать греться на улицу, потому что на улице ощутимо будет казаться теплее, чем в такой квартире. Когда люди покупают квартиры, это надо тоже все учитывать. Потому что если ты хочешь купить квартиру для сдачи в аренду, либо для жизни, Да, это могут важно. быть две совершенно разных квартиры. То есть люди могут к тебе писать, обращаться к тебе, ты можешь подсказать им по этой Ну, теме? да, конечно, конечно. Мы вначале слушаем потребности человека, который хочет купить квартиру, да, собирается он тут жить, либо собирается он ее только здесь сдавать. Соответственно, я как бы подхожу к подбору выбора недвижимости конкретно под задачи человека. Если через меня покупают объект, то я с человеком дальше коммуницирую, вот, я апартамент этот потом могу обслуживать и дальше представлять интересы человека. Знаешь, я сам задумался над тем, чтобы продать нашу квартиру в Ирпене и здесь купить. Мне очень нравится это место, поэтому твой опыт мне сильно пригодится. В этом городе очень много руин. Это остров, старый город Несебр. Ему 3200 лет от первого поселения, которое основали финикийцы. И тут постоянно какие-то старинные руины, ну, обновленные, может быть, руины. Здесь были и греки, и римляне, и османы, и болгары. То есть это очень древнее место. Это древняя арена, храм Святой Софии. И здесь сейчас проводятся концерты, фольклорные выступления, народные фестивали всякие. Итак, по-моему, мы зашли в ресторан, а это особенный ресторан. Вот здесь сиденья стоят, это столик, как будто это коралловая пещера. Битты. Тут, конечно, мало места, но очень атмосферно. Люди сюда скорее заходят пофотографироваться, чем что-нибудь съесть. Короче, офигенная кафешка. В жару это просто спасение. Прохладный напиток. Здесь такая вот прохлада, сырость. Знаете, как в жару попасть в оазис какой-то. Есть, конечно, очень красивенькие ресторанчики, которые прям
на холме у моря стоят с таким видом. Хоть в каждом садись и обедай. Смотрите, и здесь. В общем, кто любит в красивом месте есть, тому нужно ехать в Несебр, в старый город, на голодный желудок, а потом приходить сюда и пробовать разные блюда. И уезжать на машине, потому что потом нельзя будет пешком ходить. Кстати, этот город полностью внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот, мы сейчас гуляем по месту, которое настолько древнее и настолько аутентичное, что у меня просто челюсть отвисает. Повсюду. А вот это ЗАГС. Слава говорит, амфора древняя греческая. И туда набросали мусора. Ну, слова у нас сегодня как экскурсовода, и она говорит, что здесь, на острове, люди живут во многих домах, не только отели и рестораны. И здесь есть школа, и здесь дети ходят в школу, в садик. И представьте, каково жить на таком острове. Вот в этих деревянных домах, например, да? А интересно, может это все-таки сложно тут жить? А может и сложно, все время туристы тусуются, да? Летом, наверное, вообще ужас. Не могу ничего говорить, потому что мне очень вкусно. И красивенный вид. Ты посмотри, я бы тут сидел бы, только пиво бы, чтобы мне приносили новое. Спасибо. И не хочу отсюда больше уходить никогда. Это просто балдеж. Я такое никогда не ела, и вообще надо это научиться готовить. Слава знает, что заказывать. Еще есть вот такой вот соус. Как называется? Как называется? Тыквички по-грецки это Тыквички. кабачки по-гречески. Мне кажется, без соуса даже лучше. Это какая-то смесь такая кабачка. Кляре. Нет, смесь, знаешь, чем как чипсы и кабачки, да, вот немножко вкус чипсов, очень вкусно. Сняли. Ей, море, пак сме двама с тебе, вълните бият в стария кей. Тя си тръгна, замина на време, а моето сърце нека си блее. Приятелю, удари една струна за нея. Ех, вино, купено с последните стотинки, сладко е, макар че малко горчи. Тя танцува там, сред чужди светлинки, а на мен морето ми блести в очите. Няма нищо, момчета, нека сме живи. Ну, а если сравнить с Германией по поводу аренды квартир? Это так, я смотрю, просто немножко был так удивлен, ну, когда я сказал, что можно просто снять квартиру. Да, потому что в Германии это целая проблема, особенно в больших городах. Там, во-первых, найти ее трудно, очень много желающих снимать, и сам рынок квартир не перенасыщен. Владельцы квартир перебирают, то есть они приглашают на просмотр, смотрят на жильца, а потом ему сообщают, если он им подошел или не подошел. Это одно отличие. Второе отличие то, что ты не можешь арендовать квартиру, если у тебя, долгосрочную аренду, если у тебя нету немецкого документа. Без этого документа ты можешь только посуточно снимать. Без документа ты не сможешь снять квартиру, но и документ ты не можешь получить без постоянного адреса жительства. Но для украинцев, и для других национальностей придуман выход в виде лагерей. То есть человек, который нуждается в помощи, ему дают возможность прописаться в лагере, в каком-нибудь жилье, в таком виде лагеря. И тогда ты, получая жилье в лагере, приходишь в Ausländerbehörde, это миграционная служба, и уже там этот адрес указываешь, и все письма будут приходить тебе туда. Это важно в Германии, потому что вся бюрократия завязана на физическом адресе. Вот все, что в Германии происходит, без физического адреса невозможно, потому что тебе по любому случаю будут слать письма. Если ты не живешь по этому адресу, письма тебя не находят, и ты, получается, вне закона. Ты должен реагировать на письма в течение 2 недель. Если ты не реагируешь, ты получаешь сначала предупреждение, потом штрафы, а потом депортации. И я так понимаю, в Болгарии намного проще с этим. Нету такой жесткой системы, поэтому ты можешь, у кого попало, практически, наверное, на таком бумажном, не нотариальном договоре, да,
расписаться, снять. Ну, в основном, да, в основном жилье так и сдают, в принципе, заполняют какой-то договор примитивный, скажем так, и все. Вот. Здесь просто дело в том, что тебе, например, для получения вот закрылы защиты в Болгарии, тебе как бы адрес нужен, но во многих городах тебе просто, ты можешь сказать свой адрес со слов, тебе не надо никаких подтверждающих документов. Ты просто говоришь, ну там на листике пишешь свой адрес, и все, и они этот адрес вписывают в твою закрылу, в принципе, ну все, а дальше ты снимаешь уже жилье, как тебе хочется. Ну вот, а в Германии ты должен прийти с договором, который обычно состоит из 13 страниц, там все прописано до мелочей, цена и роспись твоего арендодателя. И это такой существенный документ, без которого нигде. Даже я когда машину переоформлял с украинских номеров на немецкую, я приносил этот договор аренды. Им нужно было убедиться, что у меня есть постоянное место жительства от таможни, немецкая таможня. А на машине вам нельзя там, да, ездить, получается, на украинских номерах? Уже нельзя. Год нам было разрешено ездить, после этого мы должны были переоформить, мы это сделали. Теперь у нас немецкая машина, и 2 раза я уже проходил техосмотр. Первый раз, когда менял номера, и 2-й раз по прошествию 2 лет. Это стоит денег, конечно, но, в общем-то, не слишком много. И без проблем. Могу ездить по всему Евросоюзу, но боюсь, потому что машина может оказаться ненадежной и где-то в дороге сломаться совсем не хочется. Лучше на самолете, тем более самолет стоит 20 евро билет, Ну, да, сейчас. иногда. Слушай, ну у нас здесь, конечно, в этом плане проще. У нас едешь в таможню, пишешь заявление, просьбу, чтобы тебе разрешили машину не ставить на болгарские номера, остаться на украинских. И тебе дают бумажку, подтверждающую, что ты можешь ездить на украинских номерах, пока действует твоя временная защита. И все. У нас так работает с правами. Сейчас я езжу, использую свои украинские права, и они действуют, пока действует временная защита. Но машины уже стали прям арестовывать и оштрафовывать в Германии. Поэтому, если ты имеешь машину на украинских номерах, не суйся в Германию, это опасно. Так и запишем, на машине в Германию не ехать. Да. Либо же поставь ее на болгарские номера. Вот. Ну, вообще, я вижу в Болгарии, конечно, более... Свободно, да? Да, более свободно, нет такого большого прессинга государственного. И даже налоги, я слышал, здесь самые низкие налоги в Европе. Я знаю, что если ты владелец фирмы, то у тебя налог идет 10%. Но, опять-таки, 10% это просто налог на прибыль. Да. Там, конечно, есть еще нюанс, то, что тебе необходимо оплачивать вот это социальные взносы, осигуровки так называемые. Вот. Там, по-моему, сумма между где-то в районе 150 евро каждый месяц. То есть это как налог еще дополнительный? Да? Ну, как бы да, это как бы тоже как налоговая нагрузка на тебя идет. Вот. Но это же потом учитывается в пенсионный возраст. Я, правда, не знаю там всех этих уже нюансов юридических. Здесь просто проблема в том, что если ты владелец фирмы, ты не можешь сам отправлять отчеты по фирме, вот эти налоговые. То есть у тебя обязательно должен быть бухгалтер. Поэтому, соответственно, ты еще тратишься на бухгалтера. В Германии прогрессивная шкала налога, и в Германии, получается, ты тоже можешь платить и 10%, если у тебя маленький доход. Но если у тебя доход вырастает, он может вырасти до 45%. Вот, и тоже нужно бухгалтера оплачивать. И в Германии нету такого теплого моря, такого климата. Там многих удручает именно то, что сыро, пасмурно и дожди. И люди живут в Германии в депрессии. Тут зимой тебя не настигает депрессия, нет? Меня, например, нет. Мне здесь очень нравится. Я даже люблю зимой выйти к морю. Знаешь, это такое, какое-то необычное чувство. Люди, которые всю жизнь живут у моря, они это не поймут. Но когда, например, ты зимой можешь выйти к морю, да, посмотреть на него, особенно если там хорошая солнечная погода, вот, это же вообще классно. А здесь, кстати, мы еще в Равде, что интересно, зимой здесь лебеди на море плавают. Да, и люди выходят, лебедей кормят. Вот. За это не штрафуют. Я просто вспоминаю, что в Германии кормление лебедей запрещено. Там тоже очень много, на всех реках плавают лебеди. Слушай, недавно была, ситуация, вот ты вспомнил, я вспомнил про этот случай. Здесь есть какие-то штрафы. В общем, и здесь недавно оштрафовали какую-то женщину за то, что она кормила дворовых кошек. Вот. Но потом собралась там целая комьюнити в ее защиту. В общем, подали в суд, и они все-таки этот штраф отменили. Вот, да, было такое здесь дело. Ты поняла, Лада? А ты вчера разговаривала с женщиной, которая тебе предлагала покормить кошечку. Это ж было.
Это шпинка. Да, это подстава. Скажи, это ли по-русски? По-русски. Это красотка, они любят кормить. Чтобы их покормили. Они любят тебя. Надо их покормить. Жалко, у нас нечем. А как, кстати, с воровством в Болгарии? Ну, здесь нет таких прям жестких случаев, что там кого-то обокрали, например, я такого не слышал. Вот, хотя иногда, конечно, там периодически проскакивают сообщения, что там у кого-то из комплекса, например, там велосипед угнали. Иногда такое бывает. Но в целом, просто понимаешь, вот в чем отличие Украины? Вот у меня друг в Украине кондиционерами занимается, и он как-то на ночь оставил возле дома в машине все оборудование. Он утром пришел, у него разбито стекло, и все, там ничего нету. Вот здесь таких случаев тут нет. Здесь ты можешь спокойно себе в машине оставить там портфель, рюкзак. Никто не полезет тебе бить стекло и как бы оттуда это воровать. Вот. И в этом тоже очень большой плюс. В этом, ну, спокойно, ты хотя бы не переживаешь, что ты сейчас оставишь машину там, и пока сбегаешь в магазин, тебя обворуют. Или если ты там забыл, например, дверь дома закрыть, да, то к тебе там сразу же тебя как бы обкрадут. Нет, такого нет. Может быть, конечно, вот в центре Солнечного, там, где очень много людей, там, где вечером, вот, может, ты, наверное, еще не был, там вот вечером, вот там прям вообще громадное количество людей. И там вот эти вот иногда могут быть цыгане-карманники, да. То есть у зевак-туристов, знаешь, там, которые ходят, на дворовом сленге варежку разевают, то у них там могут что-то с кармана стащить. Вот, ну, такой это везде, массовости да, такого нет, да. Первое, когда ты приезжаешь на курорт, это море, конечно. Какой пляж, какая вода. Поэтому смотрим, какой тут пляж. Смотрите, песочек, камушки есть, конечно. Да, он не совсем чистый. Вот если можно посмотреть, здесь водоросли есть. Ну, в принципе, это даже хорошо. Это даже по-нашему. Кто любит водоросли, тем подойдет. Кто любит такой морской воздух, запах водорослей, водичку смотрим. Водичка, конечно, всякая бывает. С утра была чистая-чистая, как в Хорватии. А сейчас, посмотрите, уже нанесло, то есть к обеду она уже мутная. Вот точно так же, как у нас в Одессе. По поводу инфраструктуры пляжей. Есть пляжи, которые очень оборудованы хорошо, есть везде грибочки, есть на них лежаки, есть детские всякие качельки. Все это присутствует, все это платно. Сейчас мы просто пойдем и посмотрим, сколько стоит арендовать лежак. Вот прямо на пляже стоит табличка, где написаны все цены. Зонтик отдельно стоит 4 евро, шезлонг тоже 4 евро. Если нужен еще столик, тоже 4 евро. Все вместе стоит 15 евро, и это с 9 до 18:30. После 18:30 мы с Ладой заходили на такой пляж. Можно просто присесть, потому что здесь уже тень, солнце садится за отель, и можно просто сидеть на лежаках бесплатно. Здесь, как правило, на побережье живут люди, которые вот хотят просто обычной, спокойной, свободной жизни, которые там не гоняются за большими деньгами. Вот. Я, например, тоже уже, знаешь, я там по своей молодости в Украине там постоянно пытался там как можно больше заработать, а здесь как бы, ну, мне это вообще не интересно. Здесь просто хочется как бы жить, наслаждаться жизнью, чувствовать себя свободным человеком прежде всего. Просто если хватает на жизнь, да. Да, просто на жизнь хватает, и все. И ты как бы себе живешь, радуешься вот там природе, радуешься погоде, морем радуешься. Ну, да. Здесь недалеко горы есть, можно пойти там полазить по горам. Как бы вот в этом все счастье в жизни. Я поэтому и не переезжаю в какой-то крупный город. Я знаю, что я там могу, например, поехать там в Софию, в Варну. Там куча есть работы, там больше денег. Ну, мне это уже не очень интересно. Хочется просто хочется отдохнуть и находиться в расслабленном состоянии. Я с тобой абсолютно согласен. Меня только сейчас еще смущает такой момент. Мы живем с мамой, мама у меня старенькая, 85 лет,
и она там под присмотром немецкой медицины. Называется страховая медицина. Мгм. Здесь, да, здесь есть такое. И причем она для людей, которые здесь живут в статусе, здесь ты обязательно платишь страховой взнос каждый месяц. Но мы платим только за себя. То есть я за себя, жена за себя. Мгм. У нас он получается около 40 евро каждый месяц. Ну, это совсем мало. Да, это обязательный платеж. Мгм. Вот, от него никуда не деться. Дети до 18 лет, у них страховая медицина бесплатная. И бесплатная страховая медицина у пенсионеров. И да, как бы здесь тоже помогают. Ну, если у тебя есть страховка, то, соответственно, ты можешь пойти, тебе там полечат зубы. Там с тебя берут за визит к врачу какую-то незначительную сумму, там административный какой-то сбор, там порядка там 1, там 1,5 или 2 евро. Вот. А так все остальное как бы входит в эту страховку. Кстати, по поводу цен. У нас блог про цены на продукты, мы часто показывали, и в комментариях нам люди пишут, что ой, у вас дорогие цены, в Германии дешевле. Вы, как люди, которые вот приехали из Германии и зашли в местный супермаркет, скажи, тут дороже здесь или дешевле? Ну, как эксперт не могу выступать, но мы с Ладой все-таки посмотрели на продукты и нашли идентичные. В Германии мы ходим в Lidl, тут тоже Lidl. Продукция немножко отличается, но что-то мы нашли, например, масло, сало. Посмотрели. В Болгарии тоже есть Lidl, как видите. И мы, когда с Ладой приехали сюда в первый же день, затарились в Lidl и пришли к выводу, что здесь совсем не дешевле, чем в Германии. Но зато мы здесь обнаружили такие товары, которых совсем нету в немецком Lidl. Например, помидоры сочные, мясистые. Да, помидоры здесь обалденные, таких в Германии нет. Вот такое сало, наподобие как в немецком Лидле продается, здесь в 2 раза дороже. 7,66, а в немецком Лидле около 4 евро стоит такой кусок сала. Мы перед отъездом, когда выезжали в аэропорт, купили себе в Германии вот солями, вот наподобие как вот эта упаковка. И у нас это стоило 1 евро 90 центов, а здесь 2 евро 30 центов. Немецкое масло здесь стоит дорого, по 2,49, вот 2,79. Это у нас такое продается. Да, и там оно дешевле, реально около 2 евро. Даже иногда бывает по акциям по 80. евро 80, да. Это цена за 2 десятка яиц, 4,95. Это значит 10 яиц стоит около 2,50. Это дороже, чем в Германии. А яйца покрупнее и еще дороже. Тоже по 20 штук тут почему-то вот так вот они их пакуют. То есть у нас Lidl в Германии немножко все-таки дешевле. яйца дешевле. Немецкий шоколад Милка 2,45, а в Германии евро 50 или евро 45, то есть на целый евро дороже здесь стоит. Ну и по мясу Лада тоже ориентировалась и говорит, что немножко тут дороже, на 50 центов приблизительно, как бы, ну, на упаковке. То есть по продуктам, скорее всего, если мы сюда переедем, мы будем тратить столько же денег. Мы всем рассказываем, что мы тратим на троих 400 евро в месяц. Ты, кстати, сколько тратишь в Болгарии? Ты считал хоть раз? Мы на продукты так особо не считали. Мы когда ходим в супермаркет, мы не закупаем там сразу на месяц вперед. То есть мы любим ходить чаще, но делать небольшие Понемножку. закупки. Да. В супермаркет я заезжаю примерно раз где-то в 3 дня. Вот, и моя там закупка идет примерно в районе 30 евро. Это ты 10 раз в месяц заезжаешь в районе 30 евро? Да, То есть да. 300 евро ты всего лишь Ну, тратишь? это примерно. Мы делаем иногда большую закупку, все-таки помимо вот этих маленьких по 30 евро, ну, может не на 100, но там на 70, на 80 евро. Вот таких больших закупок у нас где-то примерно, наверное, помимо этих маленьких, еще там 2-3 в месяц. Ну, по сути дела, ты подтверждаешь наши расчеты. Семья из 3 человек проедает около 400 евро в месяц. Ну даже да, где-то даже в 400, Болгарии. да, Да. где-то 400-500 евро можем, все равно. Можем считать, что эта статья расходов одинаковая, что в Болгарии, что в Германии. Все зависит от вашего аппетита. Не сэкономишь. В комментариях под прошлым видео о Болгарии у нас люди спрашивали про недвижимость в Болгарии, про апартаменты в этих местах. И Антон в этом деле специалист. У Антона есть, кстати, YouTube-канал, который называется «Сколько стоит». И на эту тему он может очень много рассказать. Подписывайтесь на его канал. Мы оставим контакты Антона в описании под этим видео, чтобы вы могли написать ему прямо в Telegram, задать вопросы по ценам на покупку недвижимости. И Антон может даже просто вот подобрать вам индивидуально по вашим запросам жилье здесь на побережье. Но все-таки интересно вот финишное мнение. Вот переехали бы вы сюда или нет?
Но мы реально задумались над этим с Ладой. Вот нам очень нравится сейчас. И даже экономически это сильно выгодно для нас. Смотри, у нас в Германии основные расходы это плата за квартиру и страховка. Это занимает почти весь наш заработок на YouTube, уходит на оплату этих обязательных счетов. Здесь плата за арендную квартиру будет в 3 раза меньше, 3 раза. А страховка вообще смешная получается, да, если еще мы сможем реально лечиться за эти 20 евро в месяц. 40. Ну, 40 40 на одного, да. Даже с нашим нынешним доходом нам здесь выйдет выгоднее жить, потому что у нас будет оставаться больше денег. Так как вы у меня в гостях на Черноморском побережье, то, соответственно, я приготовил морепродукты. Креветки. Ну, креветки это, в принципе, все знают. Вот это вот самая классная штука. Это мидии. Я покупаю свежие, не замороженные. И готовлю их самостоятельно. То есть это реально очень классная штука. Сейчас попробуйте. Ну и как же мы, если мы в Болгарии, как же без болгарского вина? Ух ты, класс, мускат. Это Да, праздник какой-то. Просто. Представляешь? Ну, Берешь мидию, любую, какая тебе больше нравится. Вот достаешь вот эту саму мидию и все, ешь. А, вот так вот просто Мгм, все да, без всяких... всё. Ну, руками надо открывать, да? Ну, конечно, не вилкой же. обалдеть. На что похоже? На мидии. Пробуй, Виталик. Рыбный вкус, да? Это очень вкусно. Нет, это да. не рыбный, это оно не похоже ни на что, ни на рыбу, ни на креветки. Это совсем уникальный вкус. Но это только свежее так получается, это не замороженное. Если купить замороженное в пачке, даже в панцире, будет совсем не то. У нас тут как ресторан. Ресторан у Антона. Это лучше, чем ресторан. Да. Ты не собираешься здесь ресторанчик открыть? Пока нет. Но если вам понравится, возможно, стоит все-таки эту идею взять на вооружение. Я думаю, Антону стоит. Он тут нас так вкусно кормит, что я уже все, я уже, наверное, больше кулинарный канал не буду дальше продолжать, потому что... Без Антона не будешь. Все, Антон, Давайте. будем До твоим встречи. видео. Приятного аппетита. Ну, а какое вкусное вино. Супер. Хорошая, как похвально. Так, все, я тоже пробую ракушку. Так, вот она какая. Когда ветер подует с моря, я в руках у него как флейта. Ветер просто играет мною мелодию вечного лета.